Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 29, verse 14. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 29, текст 14. Saha eva bhakti-yoga akyaha tjantikaha udharitaha yena tivraджйа три-гунам мад-бхавая йопападйате саэва бхакти-йогакья тйантика удharitaha йена тивраджйа три-гунам мад-бхава йопападйате саэва бхакти-йогакья тйантика удharitaha йена тивраджья три-гунам мад-бхава йопападйате Саева бхакти-йогахья, тьянтика удахритаха, йена тивраджья три-гунам, мад-бхава йопападйате. Саева бхакти-йогахья, Ladies, Madhajis. Saeva bhakti-yogakya, tyantika udharita, yena tivraджья три-гунам, мад-бхава йопападйате. Еще. Saeva bhakti-yogakya, tyantika udharitaha мад-бхава йопападйате саха. Это Эва поистине бхакти-йога преданное служение, акьяха называемое тьянтикаха как высшая ступень, удharitaha объясненная, йена которым, тивраджья преодолевая три-гунам три гуны материальной природы, мад-бхавая трансцендентного уровня, на котором я нахожусь. So long. In English, to my transcendental stage. So Yes. many words. Additional phrase. What is the additional? On which I am situated. Upapathyate. Он достигает. Translation. Перевод. Как я уже говорил, поднявшись на высшую ступень бхакти-йоги, преданный выходит из-под влияния гун материальной природы и достигает трансцендентного уровня, на котором находится Верховная Личность Бога.
Комментарий Шрила Прабхупады. В начале своих комментариев к Бхагавад-гите Шрипада Шанкарачарья, которого считают главой философской школы имперсонализма, признал, что Нараяна, Верховная Личность Бога, пребывает за пределами материального творения. Его положение уникально, ибо все остальное находится в пределах материального мира. Веды также подтверждают, что до творения существовал только Нараяна. В то время не было ни Господа Брахмы, ни Господа Шивы. Только Нараяна, Верховная Личность Бога, Вишну или Кришна, всегда находится на трансцендентном уровне, вне пределов материального мира. Материальные гуны, благость, страсть и невежество не влияют на Верховную Личность Бога, поэтому Господа называют ниргуной, свободным от малейших примесей материальных качеств. Здесь это же подтверждает Господь Капила. Каждый, кто занимается чистым, преданным служением, находится на трансцендентном уровне, так же, как и сам Господь. Преданные Господа, как и сам Господь, не испытывают на себе влияние гун материальной природы. Того, кто не подвержен влиянию 3 гун материальной природы, называют освобожденной душой или душой Брахма-бхута. Брахма-бхутах прасанатма – это уровень освобождения. Ахам брахмасме – я не есть тело. Это определение приложимо только к тем, кто постоянно занят преданным служением Кришне и потому находится на трансцендентном уровне. На такого человека не распространяется влияние 3 гун материальной природы. Имперсоналисты выдвигают ложную теорию, гласящую, что человек может поклоняться произвольной форме Господа или Брахмана и в конце концов погрузиться в сияние Брахмана. Разумеется, погружаясь в сияние, которое исходит от тела Верховного Господа, Брахман, живое существо, как было сказано в предыдущем стихе, также обретает своего рода освобождение. Экатва – это одна из форм освобождения. Но преданный никогда не соглашается на него, ибо, начав заниматься преданным служением, он немедленно достигает качественного единства со Всевышним. Преданный уже достиг того качественного равенства с Господом, которое приносит безличное освобождение. Ему не нужно прилагать к этому какие-то дополнительные усилия. Здесь определенно сказано, что просто занимаясь чистым преданным служением, живое существо в качественном отношении становится неотличным от самого Господа. Еще раз текст. Саэва бхакти-йога кхйа тйантика удахритаха йена тивраджйа три-гунам мад-бха йопападйате. Как я уже говорил, поднявшись на высшую ступень бхакти-йоги, преданный выходит из-под влияния гун материальной природы и достигает трансцендентного уровня, на котором находится Верховная Личность Бога. Om Agyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Shakshadum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayamarupa Gadah Mahyam Dadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Why do the devotees perform bhakti, devotional service? Почему преданные занимаются преданным служением бхакти? That is explained in this verse. Вот это как раз объясняется в этом тексте. Tyantika, that Sanskrit word is being used, tyantika. Используется вот это санскритское слово тьянтика. Tyantika means refers to the state platform at the very end. Тьянтика указывает на то состояние или платформу, которая находится в самом конце. Antikaha, end. There's no further. Антикаха. То есть это получается место, после которого нет ничего дальше.
It indicates the most excellent result possible. Это указывает на самый возвышенный результат, который только был бы возможен. But one might object according to the previous verses. Но в соответствии с предыдущими текстами можно возразить, This tyantika means emerging in Brahman. что эта тйантика означает погружение в Браман. But this tyantika mentioned in this verse, Но тйантика, которая упомянута в этом тексте, this does not refer to merging into Brahman. не говорит о погружении в Браман, It refers to bhakti. но указывает на бхакти. How can you interpret everything to mean bhakti? Каким образом вы все так умудряетесь интерпретировать в сторону бхакти? Look at the verse. Посмотрите на текст. It says bhakti-йога, кхйа, Здесь в тексте сказано бхакти-йога, кхйа, directly referring to bhakti. напрямую указывая на бхакти. For sometimes bhakti, it is also referred to as apavarga, Иногда на бхакти указывает на апаваргу. pavarga, apavarga, we know from Sanskrit. Из санскрита мы знаем паварга и апаварга. Apavarga, all these vargas, they refer to the material conditions, 5 material conditions. Все эти варги указывают на 5 видов материального существования. And apavarga opposite, apavarga means liberation. А апаварга это наоборот означает освобождение. In this verse, this bhakti-йога refers to liberation. И вот в этом тексте бхакти-йога кхья указывает на освобождение. And it also refers to Brahman and even Nirvana. И также указывает и на Браман, и даже на Нирвану. This Nirvana, it is often misinterpreted, Нирвану часто неправильно понимают, referring to something void. как будто это указывает на что-то пустое. No, that's not the meaning. Sanskrit, nir means negation, come out. Поскольку на санскрите нир означает отрицание, то есть выход из чего-то. Because vana means forest in Sanskrit. Поскольку вана на санскрите означает лес, Nir, you come out of the forest. а нир означает вы выходите из леса. What is that forest? И что же это за лес? Forest of material existence. Это лес материального существования. Throughout the Vedic literatures, this material existence, it is being compared to a forest. Повсюду в ведических писаниях это материальное существование сравнивается с лесом, In which the living entity is being lost. в котором затерялось живое существо. And liberation, moksha, that means to come out of that forest. А освобождение или мокша означает, что мы выходим из этого леса. Tamasima, jyotigama, you come out of the darkness of the forest of material existence, you go to the light of the spiritual existence. Выходите из тьмы, из этого леса материального бытия и выходите на свет духовного существования. Just like in the Bhagavad Gita, there's one nice verse. Как в Бхагавад-гите есть один хороший текст. Esha brahmi stiti partha nainam prapya vimuhyati stitvasya manta kalyapi brahma nirvanam richati. Here we have the word brahma nirvanam, nirvana. И вот Брахма Нирванам в этом тексте. Richati means one attains. Ричхати означает, что человек обретает. Brahma nirvanam, that refers to the spiritual kingdom, spiritual world. Это указывает на духовное царство, на духовный мир. That is the way, Lord Krishna explains, that's the way of spiritual godly life. И вот Кришна объясняет, что вот такова божественная жизнь. After attaining it, one never desires again to return to this world. Однажды достигнув этого, никто не пожелает вернуться обратно в этот мир. One is not bewildered. Живое существо не пребывает в замешательстве. If one is thus situated even at the hour of death, Если живое существо находится в таком положении даже в момент смерти, then one can attain that spiritual kingdom. тогда можно достичь этого духовного царства. Brahma nirvanam richati, one can attain. То есть Брахма Нирванам Ричхати. То есть человек может достичь этого. Another verse in the 5th canto of Srimad Bhagavatam.
Есть другой текст в 5-й песне Шримад Бхагаватам. Apavargascha bhavati yosau bhagavati ananya nimitta bhakti yoga lakshana. Lakshana means these are the symptoms. Лакшана означает признаки. Bhakti yoga, devotional service to Lord Vasudeva, Бхакти-йога — это преданное служение Господу Васудеве. is the real path of liberation. Это подлинный путь освобождения, Apavarga. апаварга. Here, bhakti refers to apavarga in this verse. В этом тексте Бхакти указывает на апаваргу. And in the 7th canto, we also have another nice verse. В 7-й песне есть еще один замечательный текст. Tat brahma nirvana sukham vidur buddhas. Those who are wise Те, кто мудры, understand the happiness of Brahman or Nirvana. понимают счастье Брамана или Нирваны. Hadavaikan kim bhakti mokshamahu munishinaha. The wise say that pure bhakti to the Lord is moksha, is liberation. Что мудрые говорят, что чистая бхакти — это мокша, освобождение. In this way, we have so many shastric references. Таким образом, существует так много цитат из Писаний. Mukti hitvanyata is another famous verse in the Srimad Bhagavatam. Это еще один известный текст из Шримад Бхагаватам. Again, moksha is being described, liberation is being described as referring to being situated in one's eternal constitutional position. Что слова, которые описывают освобождение или мокшу, они всегда связаны со словами вот этого Mukti hitvanyata rupam swarupam vyavastati. Vyavastati being stitaha, vyavastati being situated, again established. указывает как на нахождение в своем конституциональном положении, то есть вновь живое существо возродило это. In one's constitutional position. Свое конституциональное положение. We don't find this emerging, Мы не находим каких-то описаний погружения, being described as the highest state of liberation. чтобы это бы описывалось как наивысшая стадия освобождения. But rather it is bhakti. Но как раз наоборот, об этом в этой связи говорится про бхакти. That's the constitutional position of the soul. Вот это конституциональное положение души. To eternally render service to Krishna. Вечно служить Кришне. That is true liberation. Вот это подлинное освобождение. In the Gopal Tapani Upanishad it is stated, В Гопал Тапани Упанишад утверждается: Bhakti to the Lord means worship, concentrating the mind on the Lord. Бхакти, то есть поклонение Господу, означает, что живое существо фокусирует свой ум на Господе, Rejecting all temporary things of this world отвергая все временные вещи этого мира and in the next world. и следующего. This is the state without karma, Это состояние вне кармы, naishkarma. карма. But one might again argue Но опять же, можно возразить, but liberation from the bondage of the three gunas alone. что освобождение от одних только 3 гун материальной природы It is famous throughout the scriptures as the final result. это известно в описаниях священных писаний как окончательный результат. That is true. There are many quotations, Это правда, есть много цитат, but that is only a byproduct of bhakti. но это является лишь побочным продуктом бхакти. There are many references to that. Есть много ссылок и цитат об этом. Therefore, again, bhakti is superior. Bhakti is supreme. И опять же, бхакти является наивысшим, верховным. Thus, the verse today states, Таким образом, сегодняшний текст утверждает: by bhakti one surpasses the gunas, the three modes of material nature. благодаря бхакти живое существо превосходит гуны материальной природы. By surpassing the gunas is achieved, surpassing the gunas Вот это превосхождение или как пребывание над гунами, оно достижимо, is achieved even without seeking it. даже не ища этой возможности. Just see the position of the bhaktas, the devotees of Krishna. Вот вы только оцените положение преданных бхакт Господа Кришны. This is why Lord Krishna describes in the 6th chapter Bhagavad Gita.
Вот это то, что Господь Кришна описывает в 6 главе Бхагавад-гиты. That the Bhakta devotee, he is the highest among all the yogis. Что Бхакта, преданный, он является наивысшим из всех йогов. Yoginam api sarvesham, among all the yogis. Среди всех йогов. And Arjuna, he thought, И Арджуна думал, when Lord Krishna spoke that verse, когда Господь Кришна произнес этот текст, even yogis such as Durvasa Muni, даже такие йоги, как Дурваса Муни, such powerful yogi, такие могущественные йоги, the simple bhakta is superior? и неужели обычный бхакта выше? How is that possible? Как это возможно? Durvasa Muni, he was so powerful, he could travel by his own sweet will from one planet to the next, even he could enter Vaikuntha. Дурваса Муни был таким могущественным, что благодаря своим способностям мог путешествовать просто по своей воле между планетами и даже достигнуть Вайкунтхи. And a simple devotee chanting Hare Krishna, he's superior? И простой преданный, который просто повторяет Харе Кришна, неужели он выше этого? Yes. Да. Now, how is this possible? Как это возможно? Therefore, we find that story in the Srimad Bhagavatam. Поэтому мы и находим эту историю в Шримад Бхагаватам. And Durvasa Muni, he wanted to kill Ambarish Maharaj, Дурваса Муни хотел убить Амбаришу Махараджа. who was a simple devotee of the Lord. He was a king, even involved with many material duties, occupations. Он был царем, преданным Господа, и он также занимался разными обязанностями, характерными для царя. He was a family man, Он был семейным человеком, but Durvasa Muni couldn't do anything. но Дурваса Муни не смог ничего сделать. Instead, at the end, he had to take shelter at Ambarish Maharaj in order to save his own life. Наоборот, он в конце концов, ему пришлось принимать прибежище у стоп Амбариша Махараджа просто ради того, чтобы спасти себе жизнь. And then why is the Bhakta in such an exalted position? Почему же тогда Бхакти находится в таком возвышенном положении? Because he surrendered to Krishna, Поскольку он предался Кришне to nothing else. и ничему другому. This is why the our Lord promises, Вот почему Господь обещает, whoever takes shelter at his lotus feet, что любой, кто примет прибежище у его лотосных стоп, always be protected by Krishna. его Господь Кришна всегда будет защищать. Prahlad Maharaj, another example. Прохлад Махарадж – это другой пример. How powerful his father was. Насколько могущественным был его отец. Hiranyakashipu terrorizing the entire universe. Хираньякашипу, который терроризировал всю Вселенную. He was the most powerful at that time. В то время он был самым могущественным. Even demigods, they had to surrender to him. Даже полубоги должны были предаться ему. And still he could not even harm an inch his small boy son, 5 years old, Prahlad. И тем не менее, он даже на толику не мог нанести какой-то вред своему сыну Прохладе Махараджу. Again, he was protected by Krishna. Опять же, он был защищаем Господом Кришной. One time, Srila Prabhupada gave the nice analogy of a fish, small fish. Однажды Шрила Прабхупада привел такую очень хорошую аналогию с маленькой рыбкой. And a powerful elephant, if he enters the ocean, he will be swept away at one point. Что если сильный, большой, мощный слон войдет в море, то он будет смыт первой же волной. Because the water is more powerful than an elephant. Поскольку вода более могущественна, чем слон. On the land, the elephant is very powerful, yes. На земле, да, слон очень мощен, But очень if силен. he enters the water, Но если он входит в воду, deeper, at one point he will be swept away. все глубже и глубже, то в какой-то момент его снесет. But a small fish, А маленькая рыбка, nothing in comparison to the elephant. ну, просто ничто по сравнению с большим слоном. He freely swims in the water back and forth, and he makes little circles, and Рыбка, even against the waves of the water, he can swim. рыбка с легкостью двигается по воде и взад, вперед, и вращается, и может даже плыть вообще против волн. Small fish, he has a good time in the water. И маленькая рыбка очень хорошо проводит время в воде. An elephant, helplessly swept away. А слон, он просто беспомощно его сносит волнами. Why? Почему? Somebody knows? Кто-то знает?
Because it's natural environment for the fish. Also, but this is not the actual answer. Это также, но это не окончательный ответ. Yes. The fish took shelter in the water. Поскольку рыба приняла прибежище в The воде, elephant took shelter on the land. а слон принял прибежище на земле, But the fish took shelter in the water. а рыбка, она приняла прибежище в воде. This is why in the water, the fish is more powerful than the elephant. Поэтому в воде рыба более могущественна, чем слон. What can the elephant do Что слон может сделать with a small fish? с маленькой рыбкой? Nothing. Ничего. Because fish is protected by the ocean. Поскольку рыбку защищает океан. This is why the bhakti-yogi, he's always being described as superior to all kinds of yogis, mystics. Вот почему бхакти-йог, он описывается как превосходящий по сравнению с любыми другими видами йогов. Powerful man of this world, Могущественными людьми этого мира or powerful women, it doesn't matter. или могущественными мужчинами этого мира или могущественными женщинами этого мира, Because he's неважно. always protected by Krishna. Поскольку он всегда защищаем Кришной. This is why this liberation, it is just a byproduct of surrendering to Krishna, of bhakti. Поэтому освобождение является просто побочным продуктом бхакти Господу Кришне. Dhruva Maharaj, Lord Vishnu wanted to grant liberation to Dhruva Maharaj. Господь Вишну хотел одарить Дhruvу Махараджа большим количеством земли. He said, I'm not asking for anything. Но он сказал, что я не прошу ничего, I don't want anything, я не хочу ничего, not even liberation. даже освобождения. Because this impersonal liberation, moksha, there's no opportunity, no chance to render service to Krishna. Поскольку в мокше, в этом освобождении нет шанса служить себе. But you're being freed from material existence. Но ты же будешь свободен от материального бытия. No more suffering. Больше не будет страданий. No, that is not my interest. Нет, меня это не интересует. If there's no opportunity to render service to Krishna, then this is like hell for me. Для меня это подобно аду, место, где нет возможности служить тебе. Ultimately, who cares if I suffer or not? Who cares? В конечном счете, кого волнует, буду я страдать или нет? You have experience. У вас же есть опыт этого. You suffer and then you complain to others, oh, I'm suffering. Вы страдаете, начинаете жаловаться другим. О, я страдаю. Who cares? А кого вы заботите? I have stomach ache. У меня живот болит. Go on the street, but please, people, listen, I have stomach ache. I have pain in the stomach. Вы выходите на улицу, говорите, люди, помогите, у меня живот болит. They will just pass by you, yeah, too bad. И они просто будут мимо идти, кто-то может скажет, ну да, плохо. Nobody cares. Кого это волнует? I suffer. Я страдаю. They couldn't care less. Просто они не будут никак озабочены этим. There is freedom from suffering. Who cares? Что кто-то свободен от страданий. Кого это волнует? The only interest of the devotee is to render service to Krishna. Единственное, в чем заинтересован преданный, это служить Кришне. That is important. Вот это важно. Why? Почему? Because Krishna is pleased. Поскольку Кришна удовлетворен. And if Krishna is pleased, И если Кришна удовлетворен, then what is not attainable? тогда есть ли что-то, чего невозможно достичь? What is not possible to achieve? Тогда чего невозможно достичь, If Krishna is pleased, если Кришна удовлетворен? then everything is possible. Тогда все возможно. Therefore, Daiviyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya, that famous verse, Mam Eva Ye, Mam Eva means in Sanskrit, Mam Eva, only me, only unto me, Krishna states. Мам Эва, это означает, что Кришна говорит, что только мне. Because even Lord Brahma, even Lord Shiva, it is stated, they cannot grant final liberation. Поскольку, как говорится, утверждается, что даже Господь Брахма, Господь Шива не могут одарить этим окончательным освобождением. Sritim na taranti evam, that only Vishnu can grant liberation, no one else. Что только Вишну может даровать освобождение, и никто другой. The demigods, they cannot even liberate themselves.
Полубоги не могут дать освобождение даже себе unless they surrender to Krishna до тех пор, пока они не предадутся Кришне or a pure devotee of Krishna. или чистому преданному Кришне. How can they give liberation to anyone else? Как они могут дать освобождение кому-то еще? This is why Krishna states in the Bhagavad Gita, someone who surrenders to the demigods, they are not very intelligent, Что те, кто предаются полубогам, не очень разумны, because only Krishna grants liberation. поскольку только Кришна дарует освобождение. Daivesha gunamai mamamai durat. This guna, it is compared in Sanskrit. Guna means most of material nature, but guna also means rope. Гуна на санскрите означает гуну материальной природы, но также слово гуна означает веревка, Which is a very strong rope. Rope consists of 3 strands being intertwined. и эта веревка состоит из 3 таких меньшего размера веревок, которые между собой переплетены. Like the Madhajis, they have the tail and the back made of 3 strands of hairs. Like Как this. у матриджи сзади есть коса, и эту косу образуют 3, как их называют, And they're very strong. пряди. Да, и тогда она становится очень крепкой, It's very strong. очень крепкая. So you imagine a thick rope. И вот представьте, толстая веревка. You can pull even a ship through the water. Вы даже можете корабль утянуть по воде. That's the meaning of guna also. Таково значение гун. Consisting the 3 modes of material nature, they are being intertwined in such a way it turns into a very, very strong bond of the living entity cannot liberate itself from it. Что эти гуны, они образуются 3 этими составляющими веревками, между собой они переплетены, и они очень крепко приковывают, привязывают живое существо к материальному миру, и поэтому оно не может само по себе освободиться. So also in this verse, Daivi Gunamai Daivi, what is that? Daiviyesha Gunamai. This Daivi in Sanskrit means divine. Дайви означает божественное. It also means amazing, astonishing, Это также означает удивительное, поразительное, because it is Krishna's energy. поскольку это энергия Кришны. It is amazing, it is astonishing, it is bewildering. Она поразительная, ошеломительная. There's no way for the living entity to free himself from the influence of the illusory energy of the Lord. Для живого существа нет никаких шансов и возможностей самостоятельно освободиться от влияния этой энергии Господа. But again, if one surrenders to Krishna, Но опять же, если человек предается Кришне, one can easily cross over the ocean of material existence. он с легкостью преодолеет океан материального существования. Now, how will you jump over an ocean? Ну, как, например, можно перепрыгнуть через океан? By Krishna's mystic power, Благодаря мистической силе Кришны, that ocean shrinks to the size of the water contained in the hoof print of a calf. что целый океан уменьшается до размеров лужицы в следе телячьего копытца. That comparison is given. Приводится такой пример. That water is very small. Этой воды, она очень маленькая, эта You can лужица. easily jump over it Через нее можно с легкостью перепрыгнуть. just by surrendering to Krishna. Просто предаваясь Кришне. Mayam tu prakritim vidyan mainam tu maheshwaram. Svetashvatara Upanishad. Это говорится в Швиташватара Упанишад. One should know Prakriti or Maya, and its master is Lord Krishna. Нужно знать Пракрити или Майю, и также ее повелителя, Господа Кришну. Tam eva vididva atimritum eti. Only by knowing him, Только зная его, only by knowing Krishna, только зная Кришну, one surpasses death. человек превосходит смерть. Mritya means death. Мритью означает смерть. Just at the moment, in the science community of scientists, В данный момент в сообществе ученых they are right now at this moment intensively, they're trying to find
that element by which they can stop the deterioration of the body. Они хотят найти тот элемент, который может остановить вот этот распад или как бы то проявление, когда тело портится, распадается. Since hundreds of years, the scientists, they try to understand why does this physical body deteriorate. Уже на протяжении сотен лет ученые пытаются понять, почему наше материальное тело стареет, увядает. Why do we have to get old and die? Почему мы должны стареть и умирать? No need. Ведь в этом нет никакой необходимости. So they're researching. Изучают и изучают. And the one scientist, now he claims he found that element. И один ученый заявляет сейчас, что он нашел этот элемент. But then again, other scientists, they objected. Но сразу другие ученые стали возражать. Because that might only refer to certain, elements of the physical body. Поскольку это может указывать лишь на какие-то отдельные элементы физического тела. But other parts of the body still have to deteriorate. Но другие части тела все равно будут вынуждены увядать и стареть. So imagine you have a very young head. Представьте, у вас голова осталась все еще молодая, But the rest of the body deteriorates. а все остальное очень сильно усохло. So they're still not sure. Поэтому они все еще не уверены. Researching. Изучают. But we already found that element. Но мы уже нашли этот элемент. Just surrender to Krishna. Что просто предайтесь Кришне, Then the death will stop. то тогда смерть будет остановлена. Of course, the body, yes, we cannot change material nature. Конечно, тело, да, мы не можем поменять материальную природу. Nobody can change the laws of nature. That is not possible. Никто не может поменять законы материальной природы. Это невозможно. They are fixed. Они очень стабильны. Everything arranged by Krishna. Все устроено Кришной. Krishna is so powerful simply by glancing over material nature. Кришна своим могущество переносит на материальную природу просто одним взглядом. He impregnates material nature with innumerable living entities. Он наполняет материальную природу бесчисленным количеством живых существ. And then one of these tiny, insignificant living entities И одно из этих очень незначительных живых существ, being thrown into material nature, брошено в это материальное существование, completely controlled by the laws of material nature, wants to change the laws now. находящийся полностью под контролем законов Господа, теперь вдруг хочет поменять законы природы. This is called madness, И это называется безумие. insanity. Просто полоумие. It's only possible by surrendering to Krishna. Это возможно только предаваясь Кришне. Similarly, the demigods, they also spoke to Mukunda. Подобным же образом Mukunda is Krishna. Muchukunda. Обратились к Мучукунде. Muchukunda. К Мучукунде. They spoke to him. Они ему сказали следующее. All good fortune to you. Мы желаем тебе всесторонней удачи. Now please choose a benediction from us. Пожалуйста, выбирай благословение от нас, какое хочешь. You can ask for anything, Можешь просить чего угодно, but но liberation. за исключением освобождения. Because only Vishnu can bestow liberation and no one else. Поскольку только Вишну может одарить освобождением, никто другой. And Shiva also spoke this verse. И Шива тоже произнес этот текст. Mukti pradata sarvesham Vishnu evana samshayaha. Without a doubt. Без сомнений. Vishnu alone gives liberation and no one else. Только Вишну может дать освобождение, и никто другой. That verse we find in the Padma Purana. И этот текст мы находим в Падма-Пуране. There's no way around surrendering to Krishna. Нет другого пути, помимо вручения себя Кришне. The one who comes to that realization, Тот, кто приходит к этому осознанию, he is truly intelligent. он подлинно разумен. Hare Krishna. Харе Кришна. Shrimad Bhagavatam ki jai. Any thoughts?
Какие у вас появились мысли? Гуру Махарадж, вот в каком-то источнике я читал, что служение вайшнавам выше, чем поклонение Богу. Поясните, пожалуйста. In one source, I was reading that service to Vaishnavas is superior to service of the Lord. Could you comment about it? Because nobody can render service to the Lord directly. Поскольку никто не сможет напрямую заниматься служением Господу. Not possible. Это невозможно. Only one can do. Только один может делать. Nobody else. Никто другой не может. Who's that? Кто это? Srimati Radharani is the only one who renders service directly to Krishna. Шримати Радхарани, она единственная, которая напрямую служит Господу Кришне. Everyone else through Srimati Radharani. Все остальные, они через Шримати Радхарани. So no living being can render directly service to Krishna. Ни одно живое существо не сможет напрямую служить Господу Кришне. Surrender directly to Krishna. Not possible. Или предаться напрямую Кришне. Это невозможно. Even this in an ordinary society, in a very important person, you cannot just directly approach. Даже в обычном нашем сообществе людей вы не сможете напрямую подойти и обратиться к какому-то очень значимому человеку. Who's some very powerful, important person in this country? Кто в этой стране самый-самый крутой и важный? Putin. He says Putin. Он говорит Путин. Now you can directly talk to approach Putin. They pick up the telephone. Hey, Putin. Вы можете так напрямую с Путиным связаться, позвонить, сказать: «Эй, Путин, I want to talk to you. дай-ка с тобой поговорю. Can you show up tomorrow 4 o'clock in the afternoon at the train station Ты можешь завтра появиться на вокзале в 4 вечера in Irkutsk? в Иркутске? Can you do that? Ты можешь это сделать?» Huh? Of course not. Конечно, невозможно. And even if you manage to somehow get him on phone, Даже если каким-то образом вы сможете ему позвонить, after 1 second he would, who are you, and just hang up. он уже через секунду скажет: «Ты кто такой?» и положит трубку. So Lord Krishna is the most important, Господь Кришна является самым важным, the most powerful. самым могущественным. Even our Lord Brahma, who is the most powerful living being in this entire universe, Даже Господь Брахма, который является самым могущественным живым существом в этой вселенной, he once he wanted to see Krishna. однажды он как-то захотел повидать Кришну. And then the gatekeepers, they wait a minute. И там They stopped Lord Brahma. охранники у ворот сказали: «Так, постой, подожди. No, what's the matter? В чем вопрос твой? I want to have a darshan of Krishna, Я хочу даршан Кришны получить. Lord Brahma. Я Господь Брахма». In case you didn't notice. Если вы так еще не And поняли. And then they ask him, which Brahma? Они спрашивают: который Брахма? There are billions of Brahmas. Ведь существует миллиарды Брахма. Oh, he was humbled immediately. И тут же это его очень так опустило на место. Then they could understand, he's a Brahma, only 4 heads he has. А он думал, что он единственный Брахма с 4 головами, It means a small universe, и причем еще в маленькой вселенной. an insignificant Brahma. Незначительный Брахма. Other Brahmas, they rule over huge, gigantic universes, nothing in comparison to our universe. I mean, sorry, this universe is nothing in comparison to their universe. Что есть такие Брахмы, которые вообще огромненными вселенными управляют, и наша вселенная по сравнению с теми вообще ничто. So they ask him, which Brahma are you? И они спросили: а который ты вообще Брахма? And we want to directly Krishna and me, I serve Krishna. А мы тут пытаемся напрямую Кришне, что вот я служу Кришне напрямую, я и Кришна. In Russia, it's a little bit famous, a number of devotees, I had a dream about Krishna. Krishna talked to me. Это довольно популярное такое проявление в России, когда преданный говорит: вот я тут Кришну вас не видел, я вот там с ним напрямую общаюсь. Oh, all glories unto you. О, ну слава тебе. Krishna is far, far, far away.
Кришна далеко-далеко от нас. And at the same time, he's so close. И в то же самое время он очень близок. But there's a process to surrender to him. Но есть процесс, как предаться ему. And that is to become the servant of 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 Krishna. И этот процесс — это стать слугой, слуги Господа. Nice verse in the Bhagavatam is Britya, 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 Brittasya, Britya. Servant of the servant. И вот этот есть текст в Бхагаватам, что вот бритья, то есть слуга, слуги. That's the only possible way to approach Krishna. Это единственный способ, как можно приблизиться к To go Кришне. all the way back in the line. То есть пойти в самый хвост очереди. You notice sometimes you stand in a line waiting for something. Вы, может, такое помните, когда вы стоите всю очередь, And then at one point you cannot tolerate. в какой-то момент вы уже не выдерживаете, You just walk all the way to the front. вы каким-то образом так вот в наглую проходите прям в начало очереди, And try to find some excuse. пытаетесь найти какое-то оправдание. Wait, there's something very important, very quick. У меня что-то очень важное. All the way back. Вам говорят, иди туда, в хвост очереди. Go back. Вы идете обратно And туда. all the people there Все люди над вами потешаются. walk all the way back. Вы идете всю дорогу обратно. And that is our position. И вот таково наше положение. We have to go all the way back in the line. Мы должны идти в самый хвост очереди Take that humble position. и занять это смиренное положение. Then there's a chance. Тогда будет шанс. That is Krishna's system. Это система Кришны. Some people don't believe that. Некоторые люди в это не верят. They want to think that why you cannot compare, God with some mundane, system. Они как-то хотят думать, что, чтобы сравнить Бога с какой-то мирской системой. They think, no, God must be different. Они думают, нет, Бог должен быть иным, Although I'm insignificant, хотя я незначителен, God is very kind, Бог очень добр, and I will surely be able to approach him directly. я, несомненно, к Нему подойду лично. They can keep on dreaming. И они могут продолжать так мечтать, сколько хотят. It is not the system. Что система не такова, He established a system, что Он установил систему. and the living entity has to surrender to that, accept that. И живое существо должно предаться этому и принять это. And then if God sees that attitude, Если Кришна, Господь, видит это отношение, that humble attitude, это смиренное отношение, then he can reveal himself in a second to anyone, то тогда Он может явить себя в секунду любому, even an ant, it doesn't matter, даже муравью, неважно, in a second. в секунду. But first he wants to see that humble attitude. Но прежде всего Он хочет увидеть вот это смиренное умонастроение. This pride is the only possible obstacle in devotional service. Лишь вот эта гордость является единственным препятствием на пути преданного служения. Otherwise, there are no obstacles. А в остальном нет препятствий. Anybody, it doesn't matter who you are, what your background might be, you can take up devotional service, no problem. Любой, независимо от того, какое прошлое есть у человека, любой человек может встать на путь преданного служения. But if there's pride, Но если есть гордость, it will be very, very difficult будет очень-очень сложно. to make progress in Krishna consciousness. Very difficult. Прогрессировать в сознании Кришны будет очень сложно. Therefore, Mahaprabhu gave us this important verse, Trinata, peace, so nature. One has to become humble. Поэтому Чайтанья Махапрабху дал нам этот текст «Тринада пису ничина», что нужно быть смиренным. Then there's a chance. Тогда будет шанс. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Yes.